Меня учили жить по чесноку. Не знаешь даже, как это получалось. Ведь я уверен, что нас сохраняют наверху. Даже когда что-то не то случалось. Сижу на кухне ночью с часу до 5. Мысли как книгу листаю. И мне не надо чата GPT. Ведь я все сам прекрасно понимаю. Ну что, братва, запишем небольшой влог о том, как 1,5 года назад я купил этот L200, я свел небольшую математику о том, сколько денег я потратил за год владения данной машиной. Сегодня поговорим строго о деньгах и о том, сколько это удовольствие стоит содержать 18-летнего старого L200. Это канал Серия, поэтому видео будет серьезно, поговорим строго о деньгах. Поэтому заваривайте чаек, кофеек я себе уже налил. Ну и давайте сегодня прикинем, что лучше содержать старого 18-летнего японца или все-таки взять нового китайца. Напишите свои ответы в комментариях, там мы найдем истину. А сейчас я подготовил полный отчет о том, какие расходы я понес за время эксплуатации данного 18-летнего L200. Сегодня я буду в шортах, не без сути. 2 недели до конца лета, хотелось бы это как-то отметить. Первая про горючку, надо понимать, что 4D56 это дизель. И мы считаем по старым ценам, то есть с апреля 25 года по апрель 26. Надо понимать, что у L200 аппетит фиг угадаешь, как у погоды в Красноярске. По трассе он, конечно, молодец, но в морозы минус 40 со всеми прогревами там получалось 16-17 литров на суть. По итогу за год я накатал 20 тысяч километров и скатал 2,5 тонны солярки. По деньгам это практически 205 тысяч рублей. Возможно, владельцы китайских машин с 2-литровыми моторами сейчас, конечно, хихикают, но подождите, это еще не все. Так как масло я на нем меняю каждые 5-7 тысяч километров, в общем, таких ТО за этот год я сделал 5. Каждый раз я приобретаю по 8 литров масла, 4 фильтра, ну и, соответственно, всякие мелочи и расходные материалы, плюс стоимость сама работы. Это мы еще не забываем про шприцовку каждые 1-2 месяца. Каждое ТО обходилось по 16-17 тысяч, итого 5 ТО практически 90 тысяч рублей. Это за год. За этот год, скажу честно, захрустела только правая граната. Видимо, за 18 лет ей надоело крутиться, и она решила отхлебнуть. В общем, аналог вместе с работой по замене мне обошелся 8 тысяч рублей. Дядя Ваня у себя в гараже мне ее, конечно же, поменял. И здесь я на самом деле очень рад, что здесь все достаточно просто, надежно и логично сделано. Потому что данная машина ни разу, в отличие от некоторых новых автомобилей, здесь достаточно все аналоговое, простое и логичное. И мне не требуются никакие обновления прошивок, так как электрика здесь практически максимально отсутствует. Еще одна немаловажная статья расходов — это налоги. Нам, дизелистам и трактористам, конечно, в этом плане повезло. Налог у меня составляет 2176 рублей, ну а сага на эту машину стоит 10 тысяч рублей. Ну и того сумма терпимая, 12 176 рублей в год, достаточно приемлемо. С нынешними ценами это как 2 раза заехать за продуктами. Ну и также переобувал зимнюю и летнюю резину 2 раза. И на шиномонтажке мне это обошлось 5000 рублей. По итогу годовая сумма расходов у меня составила 324 676 рублей. То есть это солярка, налоги, ТО, мелкий ремонт, переобувка и все остальное. Здесь учитано абсолютно все. Но я называю эти расходы «досталось по наследству». От предыдущего хозяина я произвел ремонт на 110 тысяч рублей, когда купил этот автомобиль. А именно, что туда вошло. Сейчас продиктую. Все резинки, втулки и сайлент-блоки ходовой части. Ремонт генератора, ГУРа, ремонт электрики, замена дисков сцепления, корзины, выжимного, рабочих цилиндров, грибок, сам флянец, всю жижу, расходники, плюс присадки. Ну и, соответственно, работа. Все это вместе мне обошлось. И еще колодки, передние тормозные диски. Ну и там по мелочи еще было. В общем, все это мне обошлось 110 тысяч рублей. Ну, это вот как раз таки то, что досталось мне в наследство от предыдущего хозяина. Ну и, кстати, в минус 45 мне мужики отогревали машину, когда я ее заморозил на 5 дней. Если не видели, посмотрите вот этот шорт.
Ну и по итогу, мужики, что получается? Значит, если все вместе со всеми затратами, у меня получилось 324 676 рублей. Надо понимать, что это без учета восстановления автомобиля после предыдущего хозяина. В общем, если разделить это на 12 месяцев, у меня получается 27 056 рублей 30 копеек в месяц. При условии, что я каждый месяц проезжаю где-то 1500-2000 километров стабильно. Но львиная доля, тут надо понимать, что это расход топлива. Скажите, много? Да. Очень много. Это очень. Но эта машина работает ежедневно. Она работает, она возит меня в лес тайгу, она приносит деньги, она бесконечно возит грузы, возит нас отдыхать. И я, по крайней мере, в ней уверен, что она меня нигде не подведет, ни в какой мороз. Фу, конечно. Дай бог. Я на ней могу перевезти тонну абсолютно любого груза, куда угодно. А когда погрузишь в нее килограмм 200, так она вообще как крузак идет. А вы что думаете по этому поводу? Напишите свои цифры в комментариях, особенно владельцы новых китайских пикапов. Сравним цифры, посмотрим на самом деле, что правда. Все-таки содержать старого 18-летнего японца или все-таки же дешевле содержать нового китайца. Но также не забываем про ликвидность автомобилей, кредиты и ставки по кредитам. И по возможности напишите честные цифры, сколько у вас стоит ТО у официальных дилеров. Ну, чтобы не слететь с гарантии. Всем удачи и пока. Увидимся в комментариях.